Да, да. Ой, поэтому и еврейская школа, и я помню, там и музыкальная, и больница, там все было. У меня же тоже бабушка оттуда, ну она с села на Гортав. Я сейчас ему дам трубочку, или я скажу, и вы скажите свой адрес, или я напишу ему адрес. Да, я даю ему трубочку, а вы тогда уже напрямую ему скажете. На понедельник. Софья Семеновна Гельфанбея. Софья Семеновна, добрый день. Да, это Юрий Капарулин. Мы снимаем фильм сейчас про Калининградский еврейский национальный район. И мы очень хотели бы пообщаться с людьми, которые родом из тех краев или чьи родители родом оттуда. Да, мама родилась в Калининске, до войны, это же до 27-го года, точнее, Большая Сеть-Доминуха, и мама помнила, когда в 27-м году приезжал, как тогда называли, всесоюзный староста Калинин, и поселок был переименован в Калининдорф, а уже после войны он стал Калининском. А отец родился там 5 километров от Калининска, Бобровый Кут. Это исторические поселения с начала XIX века, которые входили до войны в еврейский автономный район. Раньше я думала, что мемориальные книги – это там, где изображены мемориалы. Честно вам скажу. Ну, на самом деле мы все знаем, что мемориальные книги – это воспоминания тех людей, которые рисовали по памяти свои поселения, рисовали, где находилась в его поселении синагога, где находилось кладбище, где жил раввин, где был базар. И люди рисовали как могли, и это очень интересно. И вот эти мемориальные книги, утрата того, что больше никогда не восстановится, того, что никогда не вернется, это, собственно говоря, касается и всех еврейских поселений, которые были на территории Херсонской области. Сегодня. Ну, как скучать. Разве что детство, именно детство, за вот этими балками, с шиповником, с боярышником, там, с лохом серебристым, зайчьим ушком, калачики. Это вся наша детская пища, эти все балки, это там проводить время. Вот это детство, вот с чем воспоминается это степной запах чабреца. Это именно вот степь такая интересная, красивая, рельефные места вокруг речки, то красиво. Вот. А так, пожалуй, никого и ничего там уже не осталось. Именно людей обычно или место тебя тянет, или люди. Людей там уже практически никого нет, с кем бы хотелось встретиться и увидеться. Именно Калининск, Бобровый Кут – это детство. И звучало это примерно так. Рефрен «А вот помнишь при евреях?» Помнишь при евреях, какие винные подвалы были у Шаи? И какие были виноградники у евреев? Вот, да, за вином ездили туда-сюда. Следующий. А помнишь при евреях, какая была мельница? Со всей области возили зерно молоть, такой муки больше нигде не было. Да, а помнишь при евреях маслобойка была? И, вы знаете, часто рассказывают о евреях как о торгашах, о людях, которые занимаются денежными профессиями, юристами и прочим. А здесь вот конкретный пример моей родины малой, откуда отец, мать, где жили компактно евреи, еврейский национальный район. Ну, сейчас эти села имеют очень плачевный вид. Бобровый Кут, там один дом жилой, два рядом нежилых и так далее. Ну, почти полумертвое село. И Калининск с тех пор, когда перестал быть райцентром, он уже начал терять свою значимость. Тем более, что многие даже вещи и памятники были вывезены, там разобраны, то эти села сейчас в упадке. Я уже после событий 2014 года был в Джанкое. И, кстати, очень у меня тяжелое впечатление, потому что многие дворы пустые, хотя говорят, что все расцветает. Да, дороги делаются, инфраструктурные объекты крупные строятся, но такие небольшие города,
как степной Джанкой, он не стал краше, я скажу так. Это мое впечатление личное. Еще одна часть вообще удивительная — это работа агроджойнта, да, уже после революции, когда здесь создавались сельскохозяйственные поселения. И я иногда думаю, если бы военный коммунизм, если бы советская власть не помешала развитию еврейских колхозов, еврейской промышленности, и вообще здесь же был бы великолепный, богатый край, потому что наряду с колонистами, немцами, шведами, евреи внесли огромный вклад, да, и Калининградский район и так далее. И очень интересные фотографии, вот, например, фотография тракторной бригады херсонской, да, напоминает нам о том, что евреи помогали, и агроджойнт помогал не только еврейским поселениям, но и украинским поселениям. Существовали графики, когда работали в еврейских хозяйствах и когда работали в хозяйствах украинских. Очень интересные фотографии в Каховке. Я тоже раньше об этом не знала. Я не знала, что именно в Каховке были винзаводы, на которых работали евреи. Да? Ну, поселение Львова — это тоже очень известное еврейское поселение. И вообще, вы понимаете, тема погибших поселений, погибших местечек, она очень важна для истории. Ну, довоенная, я знаю, что еще могу сказать. Мама училась до войны в педучилище. Учитывая, что это еврейский национальный район, было педучилище в Калининске на еврейском языке. Оно готовило кадры для еврейских школ района. Ну, 82% населения составляли евреи автономного района. Вот дедушка, бабушка хорошо знали иврит. Вот не иврит, а идиш. Вот они на идиш говорили, и вот если у меня сегодня какие-то слова еврейские остались, то это воспоминания того, как они говорили. Папа и мама, они уже не владели в полном объеме, хотя некоторые предложения, некоторые обращения и понимание у них было стопроцентное, безусловно. А у меня уже остались только такие вот слова еврейские какие-то, хорошие или нехорошие, там. Но, безусловно, время стирает. И сегодня язык, к сожалению, этот уже потерян. Даже если одна буква стерта была, то этот свиток уже нельзя было использовать в синагоге. И свитки очень аккуратно складывали, хранили в синагоге, а затем захоранивали на краю еврейского кладбища. Но у этого сита другая история, потому что Тору использовали, свиток Торы использовали не по назначению, из нее сделали вот такое вот сито. Почему мы делаем вывод? Потому что вы видите еврейские буквы, написанные на коже. Это частичка свитка Торы. Есть некоторые разные версии, почему так произошло. Одна версия, ну, это нашего музея, да, версия о том, что люди считали, что если они просеивают муку через вот такое сито, то мука становится кошерной, да, есть такая традиция. Вот. Но мы считаем, что вторая версия, я считаю, что люди просто забыли о том, что такое синагога, что такое свитки. Это сито свидетельствует о том, что утрачена была традиция, и люди знали, что нельзя этого делать, но почему-то это делали. Дедушка и бабушка все знали. Они все знали. Они говорили на идыше, они знали все события, они знали, когда они говорили там какие-то еврейские праздники, это мне резало уши, потому что я учился в советской школе. А потом я учился в военно-политическом училище, и для меня это было там шоу, вот, ну, вот, или Рош ха-Шана, ну, что это такое? Поэтому интуитивно я все это воспринимал,
но я уже другое поколение. Безусловно, я уже другое поколение. Соблюдали какие-то еврейские традиции, отмечали праздники? Нет, мама не соблюдала это однозначно. Она единственное, что знала, вот бабушку и дедушку я никогда не видела, соблюдали они или нет, потому что мы жили отдельно. Вот, этого я не могу сказать. Единственное, что мама всегда, она знала, вот на праздник пекут вот эти гаммены ухи, называются такие вот треугольные пирожки. Вот это мама всегда пекла. Вот. И она говорит, это еврейские традиционные. Но мама наряду с этим пекла и паски. Для папы, да? Ну да, для папы, для меня. А Да. со стороны папы семья была религиозная? Нет. Бабушка была очень настроена. Она в свое время... Атеистично? Да, она была атеисткой, бабушка очень сильная. Не столько это был уже религиозный обряд, а просто как воспоминание из детства. Кстати, мама мацу тоже пекла, но она туда еще добавляла более съедобные предметы, чтобы она не состояла только из воды и теста, и муки, и все. Поэтому мамина маца была вкуснее. Это как атрибут детства. Вот, поэтому было в мацу, ее добавляли в бульон. Вот, а таких религиозных праздников не соблюдали ни православных, ни иудейских, никаких. Советская власть уничтожила что? Свободу веры. Да? Вероисповедания, они уничтожили вообще внутреннюю свободу человека. Хотя самый главный принцип иудаизма – это внутренняя свобода. Дарование Торы, смотрите, от Песаха до Шавуота. Сначала физическое освобождение от рабства, а Шавуот – это уже духовная свобода. Люди, которые не рабы, они получили свое знание, они получили свой закон, и они стали свободными людьми. Советская власть убила свободу, да? Вы разговариваете с политработником, подполковником, замполитом зенитно-ракетной базы. Да, и говорить о религиозности это просто несерьезно. Другой вопрос, что вот руководя еврейским центром в Херсоне, так или иначе я начал более плотно общаться и с главным раввином Херсонской области Иосифом Ицхаком Вольфом. А тот, в свою очередь, начал приглашать меня на молитвы, на еврейские праздники, на мероприятия, которые проводятся в синагоге. И я неволя о своих действиях обязан был и посещать их, потому что это люди, и это евреи. И я стал ближе к религиозным ценностям, я изучил более глубже историю еврейского народа, традиции еврейского народа. Хотя я ощущаю себя украинцем, вот, но всю жизнь мне напоминали, что я все-таки еврей. І так як я людина білінгвістична, і у мене підсвідомо засвоєні дві мови. Вдома я розмовляв російською, виходив на вулицю, розмовляв українською, і я вважав, що так розмовляють всі на двох мовах. Тому, хоча філологи і дають визначення, що рідна мова – це мова підсвідомо засвоєна у сімейному колі, мабуть, у мене є дві такі мови. От. І таким же образом я дважди гражданин, і єврей, і українець.